9 правил для Козерога от Таро на сегодня. Вневременное чтение карт. И мы здесь меньше обращаем внимание на предсказательную часть. Мы используем немножко другую опцию Таро. Она не менее примечательна, не менее интересная. Спрашиваем советы у карт. Поэтому вы можете задать картам конкретную жизненную ситуацию, может быть, проблемную свою, а можете слушать это не предсказание, слушать эти правила как таким сплошным текстом и связывать информацию именно с своей жизнью. То есть это советы Таро скорее, но мне сегодня ближе слово правила, да, потому что советы, это что-то, хочу послушаю, хочу нет, да, вот. А когда мы слышим слово правила, то мне кажется, это больше врезается в память и больше хочется следовать, правила хочется исполнять. Советам иногда не хочется следовать, а правила это что-то более такое вот обязательное. Хотя, конечно, я вас не вынуждаю. Для Козерога, Таро Кроули, вот так вот. Не знаю, почему я все время использую карты очень, как бы одни и те же, тоже какой-то консерватизм у меня в гороскопе присутствует. Хотя и немного, не так много, как у вас. Вот. И карт много, но попадаются под руку всегда одни и те же. Обещаю исправиться. Но пока все-таки эти, Кроули. 9 правил, для этого нам нужно 9 карт. И я вас очень прошу рассматривать иллюстрацию. Знаете, вот не случайно же мы покупаем зачем-то. Можно было бы обойтись одной колодой, а мы все равно как ведемся на эти картиночки, рассматриваем их, потому что это все не случайно. Энергетика любой иллюстрации значимое, важное. Поэтому люди, знающие, например, постоянные какие-нибудь мои клиенты, говорят, мне вот на этих картах погадайте, мне вот на этих. То есть энергетика разная. Кому-то злые карты нравятся, кому-то добрые, кому-то только прямые, как вот, например, Кроули, а кому-то перевернутые подавай. И смотрите на картинки, здесь они гениальные, без привлечения, то есть лучше карт с точки зрения именно живописи или вот этого формального, как это сказать, символизма, лучше карт нету, пока еще не создали, насколько я понимаю. Смотрите на картиночки. Итак, первое правило для вас. Вообще карты такие довольно разные. Попадают. Разберемся. По одному. 9. Нам же нужно 9 правил. Первое правило. Козероги. Мне кажется, для вас тоже какое-то вот это правило длиною в жизнь. Всегда вам надо быть мудрее других. И учиться всегда вам надо. Ждать легче других, терпеть легче других, быть мудрыми, быть более взрослыми, более осознанными, обстоятельными и так далее. Первое правило для вас сейчас. Где-то, чего-то вам надо подождать. Причем ожидание должно быть, не такое нервное, как мы на остановке, может, автобуса ждем и ножкой топаем, особенно в дождливый день какой-то. А это должно быть ожидание очень осознанное. То, что в вашу жизнь сейчас не входит по каким-то причинам. Кстати, планирую записать вот это гадание тематическое, прям вертится на языке. Почему вас обходит стороной любовь? Эта тема какая-то, мне кажется, очень актуальной. Любовь, работа, самореализация, может быть, там нет друзей, со здоровьем не можете разобраться. В общем, то, что там, где у вас кризис, там вам надо ждать. Вот она, жрица, сидит, разводит руками, и карта это очень статичная. Представьте, вот насколько художница могла передать неподвижность фигуры. Мне кажется, она передала, То есть здесь мы прям ощущаем, что здесь не шелохнется ничего. То есть сейчас ваша жизнь, это первое правило, ваша жизнь требует, чтобы вы подождали очень философски, и даже чтобы вы хотели ждать, чтобы вы не нервничали и не торопили события, а чтобы вы хотели ждать. Вот представьте, что бывают в жизни ситуации, когда время работает на вас. Нам очень сложно с ними мириться, и очень сложно это осознавать. Например, если
какой-то практический пример привести, да, вы можете очень нервничать, если вам приходится ждать новую работу. Одна закончилась, новая не получается. Но представьте, вот вы должны это пропустить через себя, может быть, даже помедитировать таким образом, что чем дольше вы ждете работу, тем лучшее место вам достанется в итоге. То есть вот так вот приучать себя ждать. Первое правило для Козерога: время работает на вас. Торопиться некуда. Далее. И, в общем, очень логично, да, тройка мечей продолжает здесь. Карта печали, она вот здесь перевели, да, ну, в общем, так и есть, хотя это старые печали описывает. То есть торопиться некуда, скорее это время повспоминать. Вот правило такое: вспоминайте, делайте ретроспективу, может быть, работа над ошибками вам где-то нужна, но с учетом того, что у нас обычно вот эти вот ситуации по тройке мечей как-то связаны с ретроградностью некоторых планет, таких мелких, ну как относительно, да, мелких, суетливые планеты, легкие, это Меркурий, это Венера, это Марс, может быть. Поэтому я вам советую сейчас, когда вы смотрите это гадание, вот обратите внимание на астрологический календарь, вот есть ли какая-то из значимых планет вашего гороскопа, если она сейчас в ретроградном движении. Тогда вообще сразу поймете, о чем речь идет с этой тройкой. Да? Если сейчас вот для вас увидите Венеру ретроградную, то это значит, что у вас застой в любви, естественно, и вы должны это как-то грамотно пережить. Соответственно, если Меркурий, то застой в деньгах, если Марс, то это неразрешаемые, затянуты какие-то конфликтные ситуации, ну и так далее. Вот. Поэтому какое правило идет от тройки мечей? Смотрите назад, не рвитесь вперед. Сейчас что-то недоделано, хвосты какие-то остались. Да? Кстати, если вы учитесь, жрица про учебу, карта, это и совет, это правило, и учиться тоже. Учиться, это для кого-то, например, правило такое: не бросайте сейчас университет, как бы вам противно и тяжело там не было. И правило нужно сделать работу над ошибками, проанализировать какой-то прошлый опыт. Следующее правило: тройка кубков. Очень простое, очень простое. Дайте себе отдых. Смотрите, мы вообще с отдыха начинаем. Значит, не рваться в бой вам не нужно торопиться, не брать какой-то ответственный выбор сейчас, абсолютно, вообще про это речи нету. И учитесь отдыхать, заполнять вот это ожидание, например, там, что бы вы ни ожидали, да, ту же работу проще всего это представить, например, или доходы, или там, когда вы бизнес-проект откроете. Научитесь заполнять это ожидание праздником, радостью и вот в буквальном смысле праздным времяпрепровождением. Для Козерога это тяжело невыносимо. Козерог даже в самом глубоком отпуске, на самом жарком острове морщит лобик, думает о работе, бесконечно разговаривает по телефону, да, и решает производственные вопросы. Это аксиома, Козероги не умеют отключаться, не умеют отдыхать. Вот. Правило, чтобы у вас просто был отдых. Троечка с друзьями, посиделки. Может быть, не такие глобальные застолья, но ничего плохого не будет, если раз ничего не происходит в объективном мире, то вы там ходите с подружками на прогулку, например, каждый вечер договариваетесь, там гуляете по набережной с мороженым, почему бы нет. То есть прям вот отдых вам в правила вменяют сейчас. Карты. Правило номер 4. Ну вот тут будет потяжелее, посложнее. Отпускать. Вам надо сейчас что-то отпустить. Вообще энергетика, вибрации восьмерки кубков считается одной из тяжелейших, потому что, ну не зря это уже, видите, здесь гамма цветовая какая депрессивная, да, потому что вот здесь вот, видите, перевели как праздность. А я вам только до этого 3 карты описывала именно как самое праздное время, может быть, после даже
долгой активности, у вас очень праздное время. Правило принимать эту праздность. В общем, это уже какие-то скороговорки, упражнения на дикцию получаются. Но смириться с тем, что какой-то ваш план провалился. И это нужно отпустить, смириться и не тащить дальше чемодан какой-то без ручки. Для того, чтобы будущее было понятно и счастливо. Очень сложно. Опять же, для козерогов, потому что инертный знак ваш очень. Далее. И опять праздновать. Смотрите, все карты, все правила у вас перемежаются обещаниями. Отказами, ожиданием и праздником. То есть в ожидании крупных событий в жизни. А здесь временные границы у нас какие? Без специального запроса это гадание на 3 месяца, получается, с момента, когда вы его смотрите. То есть отсчитывайте 3 месяца, все время рекомендую считать все лунными месяцами, потому что у лунного календаря больше связи все-таки с эзотерикой, с таро, с астрологией. Ну, как хотите, можете и просто там календарный. Вот, праздник. Вместо того, карта говорит, чтобы вам оплакивать потерянную, там, не знаю, работу, любовь, брак, потерянную какую-то сделку, упущенную выгоду и так далее, забудьте-ка быстренько и поезжайте на курорт. Развеселая дорога, 4 жезлов. И представьте, это, кстати, не так сложно себя убедить. Вот, например, самую, мне кажется, драматическую ситуацию рассматривая. 8 кубков. Не состоялся ваш бизнес-проект. Вам пришлось бизнес закрыть, долго или коротко это все длилось. И что? А вы себя убедите, что все кончилось очень хорошо. И все равно это закрытие бизнеса отпразднуйте буквально с прямо вот богатым столом и в ресторане, с гостями, с песнями. Потому что изобразите, убедите себя и других, что так и было задумано. Как получилось, так и хотели. И это все равно праздник, счастливое какое-то завершение. Вот так. Праздники. Далее. Ну, это вот принц мечей, так его здесь назвали принцем. Ну, ладно, пусть будет. И правило: не пренебрегайте какой-то информацией. То есть карта это очень насыщенная вот интеллектуальность, интеллектуально насыщенная, да, она насыщена словами, сообщениями, какими-то спорными, но очень даже необходимыми разговорами. Поговорить. Правила в словах, правила в разговорах для вас сейчас очередное, да, правило номер 6. Это вы должны разговаривать и вы должны ссориться, вы должны идти на конфликт, вы должны кому-то высказывать правду и, в общем-то, биться за истину. Недопустима глупость. С этой картой недопустима глупость или трусость. То есть вы не должны уходить в тень, не должны уворачиваться от конфликтных ситуаций. Это такое правило. Принять бой. Да? Очередное правило клуба. Принять бой. И следующее правило тоже, это очень просто. 5 мечей, первая победа, бессмысленные споры. Но тут есть и осмысленные, и нужные споры. Видите, рыцарь мечей, спор, в котором родится истина. 5 мечей рядом, бессмысленный, беспощадный. И вот для вас сейчас задача, правило для Козерога, очень четкую границу между этими картами, между этими вещами проводить. Сложнее всего будет разобраться там, где вам надо порвать рубаху за правду, а там, где ее не надо. И эта задача, вы знаете, да? Это такая задача, сложная. Сложная всегда. То есть
Один конфликт – это чистая пустая провокация, а другой может стоить вам и имущества, и карьеры, и здоровья, и чего угодно. И вот различайте это. Это задача, это правило на ближайшее время. Мелькают деньги у Козерога. Мелькает какая-то денежная сумма, разговор о деньгах, возможности получить наследство, например. И тогда вот эти конфликтные, спорные, сложные карты объяснимы, да, потому что наследство – это такая штука, ну, за него всегда кто-то спорит, кто-то дерется и судится. И у вас вот что-то такое здесь появляется. То есть речь идет о недвижимости, земельном участке, о какой-то, ну, просто ценности. Десятка Пентаклей, что она советует? Какую-то определенную практичность, а самое главное, она советует не размениваться на мелочи. То есть, например, определенную сумму, да, долг от конкретного человека или долг от судьбы, если вы так уже, она вам, как вам кажется, задолжала, да, вы должны получить только целиком, только полностью, только общей какой-то суммой. Ничего нельзя разменять. Эта карта, ну, в общем, правило для вас – делать большие ставки. Если вы инвестируете в это время деньги, вкладываете во что-то, то вложите все деньги. Не надо разделять по разным корзинам и купить там 7 однушек, а купите уж сразу, не знаю, один дворец, замок, да, на Лазурном берегу. То есть вот крупные ставки, правила, ставки высоки должны быть в жизни. Не размениваться во всех смыслах. Это не только денег касается, это касается и любви, отношений. Например, десятка пентаклей не советует девушкам соглашаться на, ну, какой-то невыгодный брак, например, или такой спорный брак. Брак с человеком, про которого вы не уверены, что это он тот самый, или вот. И ну, да, играть по-крупному. Вообще карта делает какую-то отсылку к вашей семье, но в таком соседстве, в таком окружении я все-таки не вижу такую прям вот серьезную тему, именно семейную. Более речь идет о каких-то ресурсах. То есть если вы за что-то платите, куда-то вкладываетесь, то это полную цену платите. Отдавайте все. Не постоять за ценой. Вот такое вот правило. Видите, какие интересные карты, какие интересные для вас правила. Я могу сказать, что они даже интереснее, чем вот достались пока что вашим соседям по зодиаку. Ну, может быть, для вас и время такое более спорное, более какое-то неоднозначное. И смотрите, что получается. Первое правило у вас было ждать. Последнее правило, 9-е, опять ждать. Ждать и думать, ждать и думать. Карты с похожим смыслом начинают и заканчивают расклад для Козерога, но это ожидание на разных уровнях. Если жрица советует вам ожидать, ну, каких-то даже абстрактных вещей, например, ожидать для творческого человека вдохновения, или ожидать озарения, когда вы, там, ну, не знаю, просветлитесь и очиститесь, и смысл жизни обретете, да, то 2 жезлов советует ждать и думать в каких-то очень рациональных, приземленных вопросах. Например, опять же, мы только что заострили внимание на деньгах, на возможности какой-то крупной покупки или получения подарка. И во всех случаях вам нужно именно думать. Неплохо с 2 жезлов тянуть время. И с этой картой очень важно никому не дать себя поторопить. Кстати, вот эта карта здесь, они призывают вас противостоять интервенции, противостоять чужой воле. Вот они когда вместе сходятся, что мы видим? Кто-то вас торопит, кто-то на вас давит, кто-то вас задевает, поддевает, провоцирует, манипулирует вами. Быстрее, чтобы подтолкнуть на какое-то решение, чтобы вы да сказали или нет сказали, чтобы вот вы, ну, это и начальство, может быть, и родственники, и там, не знаю, куча каких-то посторонних людей. И обе карты советуют вам никого не слушать, и помощи не просить, и
беды ни от кого не бояться. Вы должны быть вот как положено Козерогу, такая вещь в себе. Никто вам не враг, никто вам не друг. И это вот автономия воли определенная. Карты вам советуют. То есть, опять же, да, двойка жезлов. Не торопите события вашей жизни и не позволяйте никому вас торопить. Спасибо.